Если вы мастер, который работает хотя бы полгода, у вас уже есть какая-то клиентская база, вы даже не представляете, что есть механизм, благодаря которому вы можете просто в секунду утроиться в доходе. Вот прям, ну не в секунду, ладно, напиздела, как всегда, немножко преувеличила. Это внедрение CRM-системы. Это такая сущность, в которой хранится вся база данных и которую можно и нужно использовать. Ваш блокнот, который вы ведете, или какая-то примитивная, типа, не знаю, что есть, что многие как ведут мастера, но это не полная CRM-система, которая вот Календарик, календарик, может, блок, Excel какой-то, Excelик. может, есть какие-то примитивные CRM-системы, которые не позволяют этого, нет? Ну, типа у iClients это уже достаточно сильная штука, да? Короче, для меня, как обывателя, который этим тоже никогда не занимался, все это делал Дима, явилось откровением, когда мы, что там у нас, какие цифры были, чтобы не наврать, У нас было, после внедрения? да, у нас было 300 тысяч рублей прибыль до внедрения и 700 тысяч, нет, миллион, почти миллион 900 тысяч рублей сразу после внедрения, и потом откатились мы до 700 тысяч обратно. Ну, так и что, со скольки мы начали? С 300 тысяч рублей. Ну то есть в 2 раза как минимум, а там и там видно будет, да, насколько хорошо велась база. Короче, как только вы оцифруете свою базу, это не только фоточки ваших клиентов там в телефоне хранящиеся или где-то там присоединенные к контакту, это еще и работа с ней, с CRM-системой. И вот об этом Дима подробнее расскажет, потому что это без вложений в рекламу, да, без каких-то сверхусилий, э, увеличенный не чек, а увеличенный поток клиентов, да, получается? Эффективность. Эффективность. Давай, Да, расскажи. это происходит не из-за того, что ты что-то там волшебное происходит. Это происходит из-за того, что ставятся задачи менеджерам, например, если у вас есть менеджеры в студии, на то, чтобы они связались с клиентом. Потому что очень часто как происходит? Давай, как эволюция CRM-систем у нас Мгм. была. С чего все начиналось, ты помнишь? Ну, самое начало я помню, да, у нас была Excel-ка. Хорошо, вспомни, в чем она была. Я-то помню хорошо. Не, самое-самое начало у меня просто фотки хранились на компе, и я под фоткой писала просто как описание, я писала имя, фамилию и чем я работала, чтобы не забыть. Это я делала с самого начала, это вообще не считается. Оно все сгинуло. Жалко, кстати, так эти архивы. А потом у нас была, да, вот в Excel, но дальше не помню. Там что-то он вис, потому что перегруженный фотками стал, там информация. Первое, что может прийти в голову мастеру, который только-только начал, и он хочет вести базу, зачем платить за CRM-систему, когда можно вести Excel-чик. И это работает. То есть первое время вы действительно можете вести Excel. Проблема заключается в том, что когда вот там будет 100 фотографий и 100 записей, и ваших комментариев, и А каких-то это, ссылок. ой, прости, это где-то 3 месяца работы по так-то, если, Да, да? да. Не так уж и У вас не. Excel начнет открываться с зависанием. Дошло до того, что файл Excel у нас весил, наверное, на тот момент, это 2011 год, мегабайт 100 или там Ну, это не важно. 200. Короче, он просто не открывался. И он на компьютерах просто не открылся. Ты открываешь и ждешь 5 минут, пока он откроется, пока все эти фотографии загрузятся. Это большая ошибка. И мы ушли, потом от Excel, мы ушли в Google календарь. Мы ушли в Google И календарь. мы там хранили фотки? Нет, мы там фотографии не хранили, мы хранили фотографии на Google диске и ссылку давали в Google календаре Это на уже как-то процедуру. мимо меня прошло. Там уже админы начали это делать. Да, то есть мы делаем как? Мы ведем Google календарь, у каждого мастера есть свой Google календарь, помнишь, да? У них даже были Да, телефоны, которые мы им покупали, да. потому что на 2012 год не было телефонов, ну, смартфонов. У них были просто обычные телефоны, смартфонов было мало, они стоили дорого. Мы покупали самые дешевые смартфоны для того, чтобы они были рабочие и был доступ к Google календарю. Но это для того, чтобы они базу не вводили в том числе, Но правильно? У нет, них были нет, телефоны рабочие, с которых они они звонили. могли спокойно увести базу, просто переписав ее. Это не такая большая проблема. Да. Но важно, что мы обеспечивали доступ к этому календарю, чтобы мастер вовремя мог посмотреть, есть ли у него запись или нет. Тогда мы ввели первую форму онлайн-записи на сайте, и у нас первый программист начал работать в студии.
И этот модуль Appointment Booking Pro, я запомнил этот модуль, который мы покупали для WordPress. И он там стоил каких-то денег, мы оплачивали его, и он позволял записываться. Лагал ужасно. Но первые записи онлайн пошли именно с него. CRM-системы не было. Они падали в календарь, потом, когда процедура уже случилась, свершилась, делались фотографии, загружались, по-моему, на Google Диск. Тогда не было Google Диска, был Dropbox. В Dropbox, и давалась ссылка в комментариях к Ну, этой истории. это сейчас о какой-то старине и древности ты рассказываешь. И я думаю, интересно сейчас понять мастерам. Мгм. Нет? Ты думаешь, что никто в календаре сейчас не ведет? Сейчас? Да. Все ведут. Я думаю, нет. Я Большинство. единственное знаю точно, что один из мастеров мне писала, один из наших амбассадоров, что у нее папочки стоят в каждом, как история дела, там все описано, фотографии распечатаны, то есть она как дело на каждого клиента, и у нее там целая стена этих Кстати, о стеллажей. деле на каждого клиента. Мы же по законодательству должны были хранить информированные согласия. Ты Да, помнишь? мы хранили, я Ты помню эти помнишь, их стопки. некуда девать было. Они уже Да. просто, то есть там было, не знаю, сотни килограмм бумаги, Да, по которые, 4 листа договор да, каждый. потом мы не могли хранить его. И в итоге мы потом закрыли глаза, нафиг, сожжем. Мы в итоге сожгли огромное количество бумаги. Но если мы говорим про CRM-систему, зачем она вообще нужна? Как ты думаешь, вот какие преимущества дает CRM-система мастеру? Ну, то, что я знаю по вершкам, Да. я знаю, что там можно, во-первых, для меня важно, что я могла сказать, мне нужна Соловьева Мария, которая была у нас в 2013 году, или вообще просто Соловьева Мария, и находятся все ее фотографии от самой первой, потом мы даже могли отследить, например, она к нам ходила, потом пропала на пару лет, а потом пришла вообще не с той формой и утверждала, что это сделали мы, оно посерело, удаляйте. Мы поднимаем все эти фотографии, я говорю, вот смотрите, последняя форма, вы у нас были, после этого вы у нас не были, и вот эту форму вы сделали не у нас. Она такая, ну, типа, я уже забыла. Там, ну, короче, вот такие случаи были. Для меня, как для мастера, это было супер важно. А потом очень круто было отследить изменения внешности. Вообще, в принципе, если это удаление, например, или тенденции модные какие-то. Ну, было прикольно. Короче, меня как мастера интересовало, что я могу получить фотографию своего клиента в любой момент при каких-то разборках с ними связанных, при, не знаю, конфликтах или сделать, например, какой-то коллаж интересный, изменение внешности. Ну, короче, вот это вот все. Все. Я знаю, ты хочешь, чтобы я сказала, что там еще есть как мастер? Я знаю, что там можно отправить напоминание о процедуре, отправить там чуть ли не каждый час, чтобы они не забыли, потому что многие забывают, предоплату внесли и потом забыли, когда были. Я знаю, что можно поздравить там с днем рождения условно, напомнить, что нужна коррекция, напомнить, что нужно обновление. Что еще? Ну, давай как мастер. Вот тебе как мастеру нужно наверняка знать, какой микс был. Да. Вот, ну, я вот это, кстати, говорила, что то, что мы создавали пигменты давно уже, экспериментировали с цветами давно уже и накапливали опыт, и я его постоянно отсматривала, отслеживала. То есть у нас есть пигменты, если кто-то не знал, у нас есть лаборатория открытая, куда вы можете прийти на экскурсию, посмотреть, как это все работает, стерильно, красиво. И чтобы вы понимали, ни у кого нет такого бэкграунда, как у нас, такая минутка рекламной паузы в плане отслеживания в года назад поведения пигментов и их изменения именно путем просмотра, контроля, тестирования на огромном количестве людей. То есть 5000 процедур в месяц плюс школы, это прям ни у кого такой нету выборки статистической. Да, это было супер круто, что я могла поднять цвет и посмотреть, как он удаляется лазером, или спустя там обновление когда, или как он себя повел, почему какой-то такой оттенок не такой, что-то там изменить. Да, вот это было очень круто. Ссылка на пигменты в описании к этому видео. Угу. Еще ты могла узнать деталь полезную о клиенте и сделать и хакнуть отношения с ним. Да, это я делала с самого начала. Кстати, я не помню, я сама или ты мне сказал? Конечно, сама. Наши ложные воспоминания у меня. Я помню, что я писала все какие-то вот запоминающиеся вещи, которые у меня с клиентом происходили, потому что я поняла спустя месяц, что они все слились в сплошной поток каких-то лиц одинаковых. И я помню, к нам пришла девочка, администратор Юля, помнишь, красотка? И она была нашей клиенткой, моей клиенткой. Она была в течение, там, наверное, 2 лет ходила к нам на процедуру, с самого-самого начала моей работы. И потом пришла к нам админом,
И она такая: Лена, говорит, а ты знаешь, я полезла посмотреть, что ты про меня писала, как про клиента. Я такая: о! А я не помню, потому что я писала всякое. Это же было только для меня. Это вообще там не подразумевалось, что у меня даже работники будут в самом начале. И я могла написать там тупая дура там или что-нибудь такая жирная, изо рта воняла, чтобы себе на будущее в том числе запомнить, как мне там, может, мне надо 3 маски одеть или еще что-нибудь. Я думаю, о боже, что я там надо. А я полезла смотреть, она мне показала и написала: очень что-то милая, смешливая, получилось клево, жду хороший результат, что-то такое, короче, такая, потому что писала я всякую ересь, потому что это только для меня было. Что еще через CRM-систему можно сделать? Ты можешь заблокировать, например, если у тебя есть онлайн-запись, ты можешь заблокировать себе календарь. Если ты уезжаешь куда-то, ты просто берешь, блокируешь себе в CRM-системе запись. Ну, не хочешь принимать, например, людей с утра или не хочешь принимать людей по выходным. И у тебя будет отражаться, если это есть модуль онлайн-записи, как будто у тебя заняты слоты, как будто ты работаешь в этот То есть момент. я могу для клиентов сделать вид, что я супер занятой человек. Да, и это будет не администратор, который будет говорить, она занята. И ты все время это будешь контролировать. Ты контролируешь сама свой график. Наверное, по плюсам для мастера, ну, таким очевидным, наверное, все. Ну, вот из этих плюсов, как я монетизирую, в 3 раза увеличиваю доход? Ну, во-первых, первое это то, что ты будешь настраивать коммуникацию с клиентами. Когда ты говоришь, как ваша кошка, которая там умирала, вы ее спасали. Вы ее спасли клиенту, который год назад был у вас. И Лена рассказывала мне несколько раз удивительные случаи, когда она делала, например, там, операцию или там была где-то. И хирурги, представляете, они помнили, что вот у нее такая особенность была. Вот это все, представляю, какая память. И она с таким восторгом об этом рассказывала, хотя сама делала то же самое. Делала. И у хирургов такое же было. Но за счет чего монетизироваться? За счет чего можно вырасти? Первое, за счет чего можно вырасти после CRM-системы, это установка онлайн-записи. Есть встроенные в CRM-систему онлайн-записи. У вас выбор небольшой, вот когда Перечислишь? мастера. Да, это AMA CRM, самая популярная CRM-система, которую я не советую ставить. Она не нужна мастерам красоты. Одиночку? Ну, одиночкам тоже, но AMA CRM это, наверное, для торговой организации хорошая CRM-система. Может быть, даже для обучающего мастера это неплохая CRM-система. Для мастера, которому срочно нужен модуль онлайн-записи, она не подходит. Угу. Вернее, подходит, но это не самое лучшее решение. Есть Masters, Y-Clients и так далее. Эти CRM-системы позволяют вам... Вы спите, а деньги идут. Помнишь, реклама была в 90-е? МММ. Я помню. Леня Горбунков. Ладно, да. И это мечта любого, когда ты спишь, просыпаешься, а у тебя оплаченных процедур 3 штуки. Потому что кто-то зашел на твою страницу в соцсетях, увидел, как ты там... Все, хана, я поняла. То есть те первые дни, когда я принимала звонки, я в прошлом эфире рассказывала об этом, могла делать это CRM-система, да? Просто-напросто. А я сама, потея, принимала эти звонки и записывала по вечерам людей. Они все равно как бы были бы звонки, там были вопросы, люди там, может, переносились, еще что-то. Но я вспоминаю первую ночь, когда я проснулся, а там несколько человек записалось через онлайн-запись. Это просто... Ну, а что такое несколько человек? Это, ну, как-то 10 тысяч рублей при среднем чеке. А как ты думаешь, какой процент мастеров сейчас не имеет CRM-системы? Больше половины. Серьезно? Да. Напишите, пожалуйста. Вот мне прям очень интересно. А там они не напишут. Ты можешь сделать голосовалку в Телеграме, и ты увидишь, что больше половины не имеет CRM. Я сделаю. В инсте сделаю. Поправка. Инстаграм требует определенной прокачки. Там должен быть включен VPN, ты должен уметь это делать. В Telegram тоже требует прокачки, потому что есть огромное количество мастеров, у которых Телеграма нет. Ты имеешь в виду, что там и там люди, которые, да, они скорее всего, они уже с CRM-систем, как раз-таки они, да? Более скилловые, да. И если ты возьмешь вообще всю массу, то у половины мастеров красоты нет CRM-системы. Можно я прямо сейчас эксперимент проведу? Я у Эллу спрошу. Вот Элла наша здесь, в Шарлотте. Ты звонишь ей? Нет. Элла, привет. Скажи, пожалуйста, у тебя есть CRM-система и какая? Какой ты пользуешься? В течение, может, вечера она нам ответит. Просто мне жутко интересно стало. И первое неочевидное, это онлайн-запись. Она позволяет расширить окно приема заявок. Потому что... То есть ночью, да, записался, да. Под утро записался. Да, там в течение рабочего пришла дня. на рогах с клуба,
такие люди тоже есть, и у них деньги есть. И она пришла, поняла, посмотрела на себя в зеркало, увидела, что косметика размазалась, психанула, пошла, поискала, у кого перманент, ага, вот сюда хочу, и записалась. Мгм. И важный момент, что нужно предоставлять клиенту возможность записаться прямо сейчас, потому что это желание может очень быстро исчезнуть. Она проснется утром, такая, так, что-то надо было сделать, забыла, и забыла, все. Мгм. Или, может быть, ой, лучше потрачу деньги на что-то другое. Обязательно нужно дать возможность записаться и взять предоплату. И это первое. Второе, это то, что в CRM-системе, также для тебя не очевидно, ты уже не работал мастером, то, что сейчас все мастера практически работают с предоплатой. Ну, может быть, мастера в маленьких городах работают без предоплаты, а в основном все они работают с предоплатой. И почему? Потому что их кидают просто, не Мгм. приходят. И чтобы этого не происходило, они берут даже не полную предоплату, а частичную. Например, там услуга стоит, допустим, 3000 рублей, и они берут там 500 рублей предоплату. И как у кого-то взяла 500 рублей предоплату, кто-то говорит, слушай, я у тебя уже была, давай ты у меня не будешь предоплату брать. Ну, давай. Потом кто-то еще, может быть, по какой-то причине забыл, что он оплачивал, или наоборот забыл, что он не платил. И у тебя в итоге нет порядка в финансах. Ты эти предоплаты, ну, прости меня, просираешь, у тебя растет долг, клиенты пользуются тобой, либо тоже такое может быть, например, клиент приходил к тебе за 5000 рублей, ну, к примеру, стоимость процедуры, а потом проходит год, он приходит на обновление, и ты не знаешь, сколько стоила его процедура, и спрашиваешь, а сколько процедура стоила? И у вас есть условия, например, что вы обновляете там Мгм. по фиксированной цене. Он говорит, да, там вроде 2000, да, точно 2000. И ты за 2000 делаешь ему обновление, потому что он поленился и не посмотрел, вернее, ты поленился и не посмотрел, как сделать, поставить себе А уже CRM-систему. неудобно торговаться и говорить, да нет, мне Вот, кажется, что да, 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 больше. да. А у тебя доказательств нет никаких. Дальше неочевидная история – это постановка задач. Вот чем отличается, например, мастер, который развивается как кустарь, от мастера, который прокачивает себя. Кустарь не умеет делегировать. Кто кустарь? Ну вот он руками своими взял и все и сделал. А, Делегирование дает возможность раскрывает окно в мультипликацию, то есть в увеличение своего дохода кратно. Это можно сделать самым простым способом, там, наняв себе помощника. Я тебе уверяю, у большинства помощника нет. Вот мы сейчас наняли девочку, которая работает продакт-менеджером на производстве у нас в NA Piggins в Краснодаре в офисе. И она зашивается, и я вижу, что ей нужен помощник. И я вижу это, потому что у меня опыт большой просто. А она этого не видит. И она в итоге, если бы я не предложил ей нанять помощника, она бы сгорела, у нее куча продуктивности исчезла, запал пропал бы, и в итоге от этого пострадал бы я. Ну это если в параллель к мастерам, То это же когда самое, да. они реально выгорают, устают и уже тошнит от работы, неохота не те. А можно было бы с кайфом работать, да? Вот Ну, с как бы. кайфом, наверное, все-таки рано или поздно выгорание наступит. Может быть, ты машина, конечно, но это можно отсрочить, либо этот момент может пройти менее болезненно. И потому что за тебя выполняет часть работы твой личный помощник. Короче, возвращаемся к нашим баранам, к CRM-системе. В CRM-системе есть такая сущность, которая называется сделки. Вот каждый раз, когда... То есть есть три сущности глобальные в CRM-системе. Это сделки, контакты и задачи. То есть три вещи. Когда человек, например, звонит или пишет тебе, или оставляет заявку в соцсетях или на сайте, в CRM появляется его контакт. Появляется его имя, история коммуникации с ним, фамилия. По-хорошему менеджеры должны, кстати, эту информацию заполнять. И у нас подключены к нашей CRM-системе все абсолютно социальные сети. Telegram, Instagram. То есть мы Зачем? знаем, во-первых, мы подключаем таким образом операторов к работе с социальными сетями, когда они взаимодействуют, отвечают на комментарии или там, на вопросы в личку. Мгм. И второй момент, это снижает пинг. Пинг – это время реакции на заявку. Чем меньше у тебя пинг, вот ты сокращаешь, например, скорость ответа, увеличиваешь, вернее, скорость ответа с, не знаю, 10 минут до 10 секунд, например. И подожди, я не закончил. И у тебя из 10 заявок, которые остаются, вместо того, чтобы записалось 2 человека, записывается 5. Ты просто делаешь x2 просто за счет того, что ты скорость ответа увеличил. Человек не успевает уйти, забыть, задуматься, а потом уже он и все. У меня вопрос. Если мы говорим, все равно у нас основное количество мастеров это одиночки, у них нет салонов и даже нет помощников, да?
Когда вот такая CRM-система на одиночку, она тоже так делает? И с соцсетями взаимодействует? Кто там могут какие-то боты отвечать, или все равно ты в итоге вынужден вечером садиться и отвечать? Или Ты что такое? вынужден садиться и отвечать. И ты То никуда есть от этого не денешься. То есть если ты ставишь CRM-систему, это дает тебе окно возможностей для делегирования. Потому что если ты просто скажешь: на тебе, девочка, мой аккаунт там. мой блокнот Нет, нет, драгоценный. нет, мой блокнот это ладно. На тебе мой аккаунт в Инстаграм или аккаунт где-нибудь в ВК. Веди, пожалуйста, его, и вот тебе доступы, а потом у тебя с этой девочкой конфликт, у тебя будут большие проблемы. Мгм. И это первое. И второе, ты не можешь проконтролировать скорость реакции. В чем плюс CRM? Она позволяет взять термометр и засунуть вглубь своего бизнеса, посмотреть, что там. Ну, ты В жопу поняла, администратору. да, куда А засовывать. можно отследить в CRM-системе скорость ответа администраторов? Контролировать их? Это одна из метрик у нас была в студиях, когда мы работали, скорость ответа. Это наша AMA CRM сложная или это можно в любой делать? У нас нет там CRM. А что у нас была за У нас, система? у нас опять-таки не советую ставить эту систему всем, потому что у нас была AMA CRM, кстати, и я ей недовольна, лагучая, жутко. Но это лучше, чем ничего. И выросли мы, кстати, после установки AMA CRM первый раз. Но потом у нас была Bittrex 24 корпоративный, коробочная версия, по-моему, называлась корпоративный портал. Это что-то сложное, да? Это Для сложно, больших это организаций? серверная версия, да, там очень большой функционал, там все, чтобы мы могли развиться и размахнуться, и мы сейчас ей пользуемся, она стоит много денег, и обычным мастерам она не нужна. Достаточно, мне кажется, есть Masters, есть Y-Clients, может быть, и в комментариях напишите, если есть что-то еще. Принцип у них одинаковый, да? Принцип одинаковый, но Y-Clients, например, он по функционалу сильно превосходит всех остальных, потому что фактически это ERP-система. Что такое CRM-система? Это Customer Relationship Management, то есть это система по управлению взаимоотношениями с клиентами. А ERP-система, я не знаю, как она расшифровывается, это CRM плюс еще и управление складом. То есть у тебя все хранятся там браши, микробраши, пигменты, иголки. То есть тебе подсказывает, когда пора Да. И подкупиться? это первое. И второе, когда у тебя есть мастера, которые на тебя работают, ты знаешь, сколько у них в подотчете, сколько им нужно, какая вообще себестоимость процедуры, потому что ты можешь посчитать, сколько у тебя на процедуру уходит. И чтобы не получилось, как у нас, когда на одну клиентку уходило там 10 ватных этих Дисков? рулонов этих. Пачек? Нет, пачек, да. Когда мы забили тревогу и сказали: так, ребята, Это почему? у нас воровать кто-то начал, да? Ну, да. У нас склад выносили несколько мастеров, помнишь? Да. Мы когда его закрыли, и потом доступ перестали давать. Но смысл в том, что когда вы делегируете, у вас всегда утончается место контроля. Вам очень тяжело щупать, у вас чувствительность пропадает. Когда сама ты в свой карман лезешь, чувствительность очень хорошая. Когда кто-то другой в твой карман залезает, это может закончиться плохо. И самое главное, вот мы согласовали скорость ответа, и самое главное, в CRM-системе вот функция есть задача, она звучит следующим образом. Если появляется лид, это заявка, то к лиду сразу же идет задача. Например, в зависимости от там, источника лида или там, его классификации, это уже сложно, пока мы не будем в это погружаться. Появляется задача написать, допустим, связаться с лидом. И у администратора или у личного помощника эта задача горит красным просто. Ему нужно это сделать. У него такой список задач. Он переходит на нее, связывается, пишет. Клиент говорит: я сейчас не могу ответить, давайте напишите мне через 3 часа. И оператор берет и руками, оператор, помощник, неважно, как вы назовете, руками передвигает время, когда дедлайн по задаче срабатывает. И таким образом у тебя получается, если ты сказал, что через 3 часа напишут, ты будешь просто последовательным. Не даст забыть. Не даст забыть. И ты через 3 часа напишешь. А забываем мы постоянно обо всем. Так и я такой же. Я забываю все. Вот я сейчас кучу заявок сделал, там, и все забыл. Все забыл, и мне сейчас... Когда кто-то откликается, ты такой: я же заявку... Я заявку оставлял, но я уже передумал. Потому что у меня горело, мне нужно было в этот момент сделать, потому что что-то у меня там... все знакомы с этой ситуацией, у всех такое было. Прошло 2 дня или день, или даже несколько часов, я уже такой: что-то я так... и обойдусь как-нибудь без этого. У нас на тренерском курсе, который в марте примерно выйдет, будет большой блок по CRM-системе. А что там будет?
Что будет в этом То блоке? есть, подожди, я Мгм. щас это, такое, получается, сущность для мастера, который никогда вообще не владел CRM-системой? Или там еще и будет как бы глубокое какое-то владение вообще? Это тренерский курс. И в тренерском курсе мы можем, наша цель рассказать тренерам будущим, как им сделать максимально комфортную инфраструктуру для своих студентов, чтобы студенты их передавали на руках. Как тренерам, если нужно, объяснить, как взаимодействовать с CRM-системой, какую Мгм. CRM-систему поставить, рассказать на своем опыте, как это было. Это очень важно для Как новичков. ее устанавливать? Вот у меня, например, вот куча телефонов в блокноте. Это что, их надо вручную вносить каждый? Но есть механики, которые позволяют тебе перенести все. Просто там мы об этом всем поговорим. М. Самое главное, что дает CRM-система, это возможность автоматизации и делегирования. Потому что эм, сейчас вы раб лампы, вы работаете на себя, вы перестали работать, у вас деньги исчезли, все, йог. Или вы не приняли заявку, и у вас телефон разрядился, заявка не пришла, или вовремя не ответили, все, клиент ушел и конкурентов. И это приводит к тому, что вы становитесь неэффективными и теряете прибыль. Когда я говорю о том, что CRM-система нужна каждому, вне зависимости от его сроков работы, многие говорят, я начинающий, мне CRM-система не нужна. Тебе как раз таки нужна. И это дисциплина, потому что ты воспитываешь себя, как правильно взаимодействовать с клиентом. Ну, это такой Это базис, гигиена такая, да, гигиена, да. получается, общение с клиентом, когда ты все о нем знаешь, все о нем помнишь, на обновление его позовешь, потому что ни один человек, который работает с блокнотами, не полезет в блокнот, что там было год назад, а ну-ка позвоню-ка я своим клиентам, Да, правильно? CRM-система позволяет вот через этот градусник визуализировать эффективность твоего бизнеса через воронку продаж. Что такое воронка продаж? Это график, который ты можешь представить в виде воронки, в которую ты обычно наливаешь масло в бутылку. Такая классическая, или там бензин в бензобак. Мгм. Где широкая часть – это количество клиентов, которые о тебе узнали или проявили интерес, а маленькая часть, узенькая – это количество клиентов, которые до тебя дошли. И вот чем шире эта воронка, тем лучше работает CRM-система. А из-за того, что ты можешь на каждом этапе этой воронки, там разные стадии сделки, например, человек записался на процедуру, там новая запись на процедуру. Следующий этап – это был первичный контакт. Следующий этап, там, допустим, перенести сделку, перезвонить. Следующий этап ожидает фотографии, например, если человек уже делал перманентный макияж. Я еще поняла, когда тебе, например, звонит, бывает кто-то и начинает с тобой разговаривать, забыв абсолютно, что ты с ним уже там много часов потратил, вообще просто, и ты такой, я что, должна снова это делать или говорить? Это бесит, просто жутко. Я к тому, что, возможно, вот там клиент ждет звонка от мастера, который должен одобрить его фотографию, он прислал себя, умыл уже, Да, да, а тут да. ему поступает звонок и говорит, ну что, вы готовы записаться на процедуру Да, там? да, да, И да. он просто в бешенстве говорит, идите в жопу, я не буду с вами работать, да, вот это такой пример. Смысл такой же, да. То есть вы можете управлять взаимоотношениями с клиентом. Вы можете настраивать связь между собой и клиентом так, чтобы клиент после вас остался в восторге. И самое главное, чтобы он рекомендовал же мастеров, и других. Ну, то есть сарафан должен быть. Но Это основная получается, цель. это и для мастера-одиночки, который работает один, и ему нужен сарафан из клиентов. И тем более для мастера-тренера, у которого вообще там необъятная необъятность этих мастеров, которые хотят прийти к нему на обучение, со всеми надо какую-то связь поддержать. Уже необъятную необъятность я не знаю, конечно, но мастер-тренер, он сталкивается с другими проблемами, например, как реклама. И если он делает базовые курсы, то ему нужно работать с рекламой. А реклама – это всегда бабки. Ты всегда попадаешь на деньги. Помимо того, что у тебя стоимость заявки дорогая, так у тебя напрямую зависит стоимость клиента от того, насколько быстро ты связался с ним. Подожди, сейчас у меня вопрос. То есть я мастер, который решил начать обучать. И я начинаю поливать деньги на рекламу. И я могу отследить эффективность этой рекламы, получается, в том числе тоже, да? То есть насколько, может, эта реклама вообще на, там, не знаю, на миллионы людей ушла, я заплатила там десятки тысяч рублей или там долларов, а им это неинтересно, и там один только человек пришел ко мне на обучение. То есть я могу понять, что маркетологи херово работали тоже. Современные системы CRM, возможно, это позволяют. Я не знаю, и я не изучал, Да? например, Y-Clients функционал. Я очень сильно сомневаюсь, что Наша он там есть. позволяет, да? Наша система позволяет, но она, еще раз, мы не рекомендуем ее, потому что она слишком сложная. Нет, там есть другой механизм контроля работы внешних исполнителей и маркетологов. Он называется Яндекс Метрика или Google Аналитика.
Там такие же отчеты, ты смотришь, сколько у тебя стоит заявка. То есть у тебя есть воронка внутренняя внутри компании, где пришла заявка, дальше там следующий шаг, следующий, внесена предоплата, и клиент дошел. Это внутренняя воронка. А есть еще внешняя воронка, там, где живет маркетинг. Там это выглядит немного интереснее. У тебя сначала это какое количество людей увидело твое объявление вообще. Представляешь, там миллионы условно. Мгм. Дальше у тебя CTR – это ключевая метрика эффективности рекламных объявлений. Какое количество клиентов кликнуло на него, ну, попало для того, Мгм. чтобы к тебе на сайт перейти. Дальше у тебя они попали на сайт. Какое количество из этих кликнувших оставило заявку. И вот дальше уже они превращаются в лида и проваливаются дальше уже по Ну вот, я же внутренней об этом воронке. и говорю. Это же круто. Нет, но ты можешь вот эту внешнюю воронку через CRM-систему ты не отследишь. Вот эта внешняя воронка, где CTR, где стоимость лида и так далее, это отслеживается через сервисы аналитики. Ну, которые прикручиваются к Не CRM-системе. прикручивается. Нет? А, Нет. черт. Ладно. Ну, возможно, прикручивается. Надо изучить. Я очень сильно сомневаюсь, скажем так. Потому что когда мы начинали в 2000... Я бы использовал Y-Clients, я бы не городил свою CRM-систему. Если бы он тогда был? Нет, он тогда был. Если бы... У него, кстати, очень удобный модуль онлайн-записи, которым мы вдохновились, когда делали свой модуль онлайн-записи. Мгм. Но проблема в том, что в 2000, по-моему, 2014 году, в каком году мы открыли филиал в Москве? Ой, я не помню. По-моему, 2013 год. В 2013 году мы приехали в Москву все. И Лена, кто там был? Ну, там были девочки, которых... ты Аню с собой взяла первый раз в командировку. Мгм. Они обучили девочек. И на неделю девочки сели без работы, потому что клиенты записывались и не приходили. То есть из, там, допустим, не знаю, там 30 клиентов пришло 2. Это без предоплаты, когда мы Да, еще это без работали, предоплаты. Мы тогда поняли, что нам нужна предоплата, но у нас модуль онлайн-записи, в которой предоплаты нет. А так как у меня была CRM-система своя, я быстренько прикрутил предоплату, сделал так, чтобы все работало, и все крутили еще тогда У пальцем у виска. виска, говорю, вы что, вы в салоне красоты предоплату требуете? Помнишь, у нас были скандалы, когда в колл-центре, я сам слушал записи этих звонков, когда в колл-центр звонили и говорили, вы мошенники, вы требуете от меня предоплату. То есть сейчас предоплата это нормально. Да. А в 2013 году, когда карточки были не у всех, потому что много людей Да, ходило они к шли в связной, какой-то банкомат или в что-то. МТС, чтобы Точно. перечислить. Прикинь, Кошельки какие-то. у них вот не эти. было карточек. То есть и Охренеть. онлайн-переводов тоже не было. Вот мы, короче, пионеры в этом плане, да, получается? Мы Ну, первые внесли предоплату. в этом бизнесе точно. В перманентном макияже никто не принимал без предоплаты. Более того, мы же грубанули. Мы взяли и сказали на вот этой травме, что только 100% предоплата. И все как бы в шоке. Ну, кто пойдет к тебе? А пошли. Да, я помню, Проблем что нет. пошли, не было проблем, вообще все нормально. Там конверсия упала. Ну, то есть, грубо говоря, записывалось раньше 10 человек, а сейчас там, из 100 заявок, а сейчас записывается 8 человек из 100 заявок. Но при этом у тебя доходимость увеличилась. У тебя почти все, кто внес предоплату, дошли, ну, за редким исключением. Поэтому внесение предоплаты это тоже один из больших инструментов и возможностей для CRM-систем. И в Y-Clients не было предоплаты. Я бы их внедрил. Они классные на самом деле. Я бы их внедрил, но тогда у них не было предоплаты. Я связался чуть ли не с владельцем Y-Clients. Это был маленький сервис тогда. И я говорю, ребята, нам нужна предоплата. Давайте. И я предлагал, кстати, я говорю, давайте я войду в долю вашего бизнеса. Сколько он стоит? Мы там с ним обсуждали стоимость его бизнеса. Но они так настолько медленные, настолько неповоротливые, как черепахи. И предоплата у них появилась, может быть, года через 4 только. Представляешь? Нифига себе. Сейчас мы сами сделали. Да, мы сами сделали. Сейчас у них есть предоплата. Поэтому, в принципе, я рекомендую Y-Clients. Это прикольный сервис. Но если у вас есть альтернативный сервис, которым вы пользуетесь и от которого вы счастливы, вообще не сдерживайте себя, пишите в комментариях, и людям будет полезно. Можно ли в CRM-системе сделать так, чтобы какой-то бот отвечал? Ну, чтобы вообще без вмешательства моего как мастера. Я вечером отработала, села, смотрю, записались, все. Или нет. Нейросети, которые можно интегрировать в любую практически систему сейчас на пике, и они очень популярны. Но проблема в том, что они все еще не могут продавать и делать идеально так же, как это делают живые люди. Плюс к этому, если человек
ваш клиент узнает или почувствует, что с Что ним его работали обманывают. через нейросети, а не настоящий клиент, у вас большие проблемы с репутацией будут. Поэтому проще всего нанять человека. Например, у нас первый сотрудник удаленный появился в оператор колл-центра, когда мы столкнулись с тем, что в Краснодаре у нас требования высокие были, и в Краснодаре за эту зарплату людей с этими требованиями мы найти уже не могли. И следующий человек появился у нас из Вологды. Он в Вологде был. И в Вологде первый оператор, так это было интересно, это онлайн появился у нас в 2015 году. Мы закрыли, в 2016 мы закрыли колл-центр и перевели всех на онлайн. Это за 6 лет до пандемии. И это тоже произошло только благодаря CRM-системе, потому что она где-то там у нас на сервере лежит, доступ к ней есть из любой точки страны и мира. Получается, что не надо бояться, что у вас будет какой-то дорогостоящий работник, да, 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 где-то да, да. сидеть. То есть можно дать возможность поработать какому-то инвалиду, например, да, Да, где-то в черти где, да. в тьму таракане, где он просто иначе денег заработать не может. И вам хорошо, и ему хорошо, да? Эта возможность не очевидна для всех. Более того, когда вы можете получить себе помощника или, например, оператора, который выполняет функцию администратора удаленного за 20 тысяч рублей. Мамочка в декрете где-нибудь в Сызрани сидит, и ей все равно делать нечего. Вот она сидит и то ли ТикТок листать, то ли пришла заявка, она тут же ответила. Это очень крутой инструмент, поэтому но без CRM-системы это не получится. Потому что контролировать, да, опять-таки, там инструменты контроля в CRM-системе тоже есть. Плюс CRM-система дает точные цифры своего дохода, потому что вы не знаете, сколько вы на самом деле зарабатываете. Вот зачастую. Ты знаешь, сколько ты зарабатываешь? Потому что у тебя нет CRM-системы. У меня есть CRM-система. Я знаю, что ты все знаешь. Я знаю только потому, что есть CRM-система, и более того, есть еще и финансовый директор, который занимается тем, что разносит прибыль и расходы. Но без CRM-системы ты бы не знала, сколько ты зарабатываешь. Что происходит? Что плохого может случиться, когда ты не знаешь, сколько ты зарабатываешь? Мне вопрос. Да. Но я могу не рассчитать и там в конце месяца остаться без денег, потому что надо там то сё, туда-сюда. Это называется кассовый разрыв. Ты Да. потратила в начале месяца деньги на на развлечения. повышение или там что-то купила себе оборудование. Я представляю себя мастер-одиночка. Или накупила красочек новых, там что-то такое, украсила кабинет, а потом хоба и денег нет. Да ладно это. Ты могла просто переехать в другое помещение, например, с другой арендой, не понимая на самом деле, какая у тебя выручка. Когда мне кажется, что я много зарабатываю, да? Да. А на самом деле... В эту ловушку часто попадают мастера с высоким чеком. То есть вот у них, например, стоимость высокая, самая высокая в городе. У них такие, знаешь, орлиный взгляд, сверху на всех смотрят. Но у них там 5 процедур в месяц. И у них есть ощущение, не 5, но 10, ладно. У них есть ощущение, что это классно, я самая крутая. А когда мы втыкаем туда термометр, там ощущение, что там факт, что она зарабатывает меньше, чем мастер, у которого там самая низкая цена, но большое количество клиентов. И эти вещи, они позволяют быть в адеквате и принимать решения, основываясь на цифрах, а не на мнении. У меня есть любимая очень такой вопрос, который я задаю всем сотрудникам. Вот сейчас, кстати, меньше стал задавать, но вначале он был очень часто, потому что сейчас сотрудники привыкли этим оперировать. Например, мы делаем какую-то новую историю, что-то запускаем. И я говорю, так, мы запустили новое направление, какие результаты? Говорит, слушай, оно не пошло. Не пошло, потому что и начинает объяснять, почему не пошло. Или не пойдет, если мы говорим о будущем. Я говорю, подожди, а почему не пойдет? Не пойдет, потому что ты понимаешь, там вот то-то, то-то. Я говорю, подожди, это факт или мнение? Вот что интересно. CRM позволяет различать мнение и факт. Это зачастую две разные вещи. Когда ты задаешь вопрос, это факт или мнение, сотрудник говорит мнение. Я говорю, твое мнение мне не интересно, мне нужны факты. Собери статистику, посмотри, например, рынок, который сейчас есть. Есть ли кто-то, кто эти решения применял. И факты, с ними жестокая штука. Факты – это цифры. И когда ты приводишь картину мира в адекватность, когда ты начинаешь встряхивать себя регулярно тем, что
ты видишь свой доход ежедневно, а это тоже, кстати, такая из метрик CRM, ты на дашборде, дашборд это такая главная страница CRM-системы, ты видишь там, какая у тебя выручка, какой у тебя средний чек, какая у тебя конверсия. Более того, ты можешь увидеть, если у тебя несколько операторов, например, или там администраторов удаленных, какая конверсия у каждого, какой Чтобы средний чек у каждого. понять, кто из них эффективный. Конечно, это первое. И второе, там же тоже подводные войны начинаются у тебя в отделе продаж. Потому что кто-то хапает наиболее классных лидов. А как это понять? А вот когда у тебя нет возможности правильного распределения справедливого заявок, и у операторов есть возможность выбирать, и нет возможности, например, регламентировать, они забирают, они понимают, что из Яндекса, например, приходят клиенты с уже горячим запросом из поиска Яндекс, и они конвертятся лучше. Это, знаешь, они видят, у них видно, они кто видят откуда источник, пришел. да. Самые хитрые выбирают тех, кто Да, 100% запишется. Да. Эта история похожая происходит на складах Wildberries, когда за взятки люди, которые работающие на Wildberries, они платят взятки руководителям Wildberries на месте складов, чтобы они давали им заказы в рамках там, 1 кубика. Ты Что поняла? это значит? Что за один кубик? Как это происходит? Огромный склад Wildberries, вот как этот стол. Мгм. Он разделен на ряды. Мгм. И у тебя... Когда не надо мотаться по Да, всему да, да. огромному То этому, есть и ты собираешь ты вот только вокруг себя и всё, ты можешь сделать, ускоряешься, да? допустим, 100 заказов, ну, к примеру, там, я не знаю сколько, а не 15, и не 20, потому что у тебя в другой конец склада надо ехать. И за это ты готов платить. А то же самое здесь происходит с агентами поддержки. Но это опять только для больших. Если мы говорим про одиночек, у них не будет такой проблемы. Там, Но да? опять-таки, смотри, у них, возможно, будут такие проблемы, потому что у менеджера, вообще у менеджера и у администратора у него должен быть выходной. Он же не робот. Мгм. У него должен быть выходной, он должен отдыхать. Соответственно, если у одного выходной, у другого не выходной. Другой должен пахать. Они должны работать 2 через 2 или 3 через 3, но он должен быть на смене. Если, например, ты принимаешь людей в США, ну или где-то, может быть, в Европе с разницей во времени, может быть, у тебя и 3 человека будет, понимаешь, потому что кто-то будет не спать и принимать ночью заявки. И история на самом деле такая сложная, интересная. Построение своего отдела продаж – это отдельная тема, но CRM-система – это огромный фундамент для того, чтобы ты рос. Так, давай так. Я живу в Вологде или там в Орле. Я мастер в городе с населением там, не знаю, 15 тысяч человек, немного. И я работаю, у меня 2, 3, 5 процедур, когда как, иногда пусто, иногда густо. Ценник у меня 4-5. CRM-система сколько стоит ее, чтобы... Ну, насколько я сейчас знаю, это в районе 3000 рублей в месяц платеж. Всего лишь, да? А перенести ее туда-то долго, сложно, дорого? Или я сама даже могу потратить день и сделать? Ну, за день ты ничего не сделаешь, если у тебя достаточно большая база и у тебя нет навыков работы с этой CRM-системой. Перенос, полноценная настройка, они потребуют времени достаточно, дня 3, наверное, ты потратишь. Ну, потому что ты еще же будешь тупить. Сам, да? Да. Ты же тоже немного, 3 дня. Да, но ты будешь тупить. Ты будешь смотреть обучалки, как здесь, а куда и здесь. Есть люди, которые этим занимаются, да? И я зарабатывала там, не знаю, 50, 60, 100 тысяч рублей в месяц. И я стану зарабатывать. Ну, я думаю, что 1200. Не приложив больше никаких усилий, ни рекламы, ничего. Да. То есть вот это сразу такой прям... Этот рост произойдет за счет 2 вещей. Первое – это увеличение конверсии. Конверсия увеличится. То есть соотношение, какое количество людей из заявок в дошедшие. Вот этот процент называется конверсия. Подожди, а если они мне писали где-нибудь в соцсети? Какая разница? У тебя она захватит оттуда, да. У тебя есть захват в твою CRM-систему. И второе – это работа с задачами. Не будет покинутых клиентов. Они будут всегда, забота будет о них, всегда о них там напишут, напомнят и так далее. Плюс к этому CRM-системы позволяют работать с напоминалками. Это тоже очень важная штука. И я, например, когда записываюсь на любой сервис, я говорю, пришлите мне, пожалуйста, напоминалку за день и напоминалку за час. Звонок, чтобы успеть доехать, когда ты вообще лучше забыл. всего звонок, да, потому что я очень рассеянный. Я могу, даже если я внес предоплату, вот у меня была ситуация в стоматологии,
когда я раз не приехал, два не приехал, и они сняли с моей карты. Там, что-то, типа, Полную стоимость они сняли. Полную, да? Да, Типа 250 или $500 они с меня сняли. Они же осмечивают ее наперед. И Да, сняли но при этом они, отправили смс-ку мне. А по-хорошему на мой телефон, ты забыл? Да, на твой телефон. А я просил позвонить. И в итоге они, что получилось? Клиента Они потеряли потеряли. меня как клиента. Да, я помню. Вот. Он разозлился и нашел другую стоматологию, и этих послал к чертям собачьим. Вот такая история, когда у тебя недостаточно хорошо настроены процессы взаимодействия с клиентами. Прикинь, а так бы они получили бы клиента. Сколько у меня есть такой показатель очень важный для предпринимателя, он называется LTV. Знаешь, как он расшифровывается? А что он означает? Lifetime value, что ли? А что означает? Не знаю. Lifetime value – это какое количество прибыли ты получил от одного клиента в течение всего времени сотрудничества с ним. И если ты вот подумаешь о CRM-системе с точки зрения LTV, ты напомнил о том, что вам пора на обновление, потому что у тебя стоит в CRM-системе автоматически возобновляемая задача каждые, например, полгода или год, как ты настроишь, писать людям, что им пора на обновление. То есть она это делает сама, даже я не говорю, не звоню, ничего. Нет, ты изначально настраиваешь Да. это, и дальше у тебя либо администратор может им написать, либо это может отправиться смс. Но по-хорошему нужно писать самому, потому что у людей могут быть возражения, вопросы, еще что-то, их нужно отрабатывать. Вот, ты можешь настроить все как программа минимум, чтобы тебе вам на обновление, записаться, онлайн-ссылка здесь. И это уже круто. И уже люди будут записываться, и ты получишь Ты утром встаешь, а у тебя записи в 2 раза больше. И это первое. Второе, когда у тебя хороший сервис, помимо того, что у тебя хороший продукт, тебя начинают рекомендовать. У тебя появляется такой сильный сарафан, в том числе за счет сервиса, который ты даешь. А знаете, еще в конце нашего такого интересного выпуска, я думала, он не будет интересным, но интересно, я вам скажу, что как бы вы не внедрили какую CRM-систему, какие бы шоколадки не дарили, в продукте все дело. Без хорошего продукта не придут к вам они вас в черный список внесут просто и все. Поэтому нажим на продукт всегда, а все остальное это уже такая оберточка, да, получается? Это не так, нет. Еще раз, мы упираемся в модель 100 баллов. Что такое модель 100 баллов? Ну давай, окей, если у меня совсем какашка продукты, я все сделаю, все остальное сделаю, но придет он ко мне, нет? Сарафана не будет. Не придет клиент снова, придет. Да? У тебя сарафана не будет и повторных визитов. Не-не-не, я именно про повторные У тебя говорю. будет низкий LTV, Lifetime Value, вот о чем мы говорили, сколько ты заработаешь за всю жизнь клиента. И у тебя будет низкий рекомендательный трафик. И ты вынужден будешь сжечь бабки на рекламу для того, чтобы к тебе все новые и новые клиенты приходили. А так как ты живешь физически в каком-то определенном ореоле, ты быстро выжигаешь аудиторию, и у тебя стоимость день за днем привлеченного клиента растет, пока она не вырастет выше, чем прибыль, которую ты с него получаешь. Ты закрываешься. Все. Все. На этой ноте мы и закончим сегодняшний наш подкаст. Мы закончим, но я бы, знаешь, что добавил в конце. Если вы хотите записаться на тренерский курс, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько это вам интересно. Прямо вот под видео. Мне интересно почитать, сколько из сотен людей, которые посмотрят это видео, готовы идти на тренерский курс, насколько этот продукт вообще у вас резонирует. Все? Всем спасибо. Пока.